Всем доброй ночи. Обряд, который я буду сейчас проводить, называется обряд мщения или отдать на суд богов. Это очень зловещий, очень сильный обряд. Нужно к этому ритуалу готовиться заранее. Принять душ, очистить дом, себя очистить, скинуть с себя все, что вы набрали за неделю-две, или сколько вы там не чистили себя, не убирали от вас энергию людей, которые к вам приходят. Начитать себе защиту. Не от этих сил, которых вы вызываете, а просто защитить себя, начитать очистку дома. Одним словом, подготовить все для того, чтобы проводить этот ритуал, поскольку он очень сильный и требует к себе особого внимания и уважения. Спонтанно не проводите этот ритуал. В комнате, где вы будете это делать, не должны быть кошки, собаки, птицы, никого живого. Выключайте все свои мобильники, чтобы вас никто не отвлекал. Данный ритуал сильный, но в то же время опасный. Почему? Вы должны быть на все 100% уверены в том, что вы не виноваты. Вы должны быть уверены в своей невиновности. Только тогда у вас этот ритуал получится. Иначе он обернется против вас. Поскольку отдавать на суд богов, это означает, что их суд будет праведный и справедливый. Это не порча, которым ты виноват, не виноват. В любом случае получится, если ты делаешь. Нет. Это на их справедливость ты отдаешь людей, которые тебе причиняют боль или причинили боль, или которые мешаются под ногами. В любом случае, люди, которые развивают свой род против ведьм и колдунов, должны быть наказаны. Те безликие, которые вам где-то что-то пишут и говорят, они ничтожество, они никто и ничего не стоят, ни копейки. За их слова браться и начинать читать ритуалы и обряды нецелесообразно. Но когда вы желаете наказать людей, еще раз напомнить им, кто вы, а кто они, то этот ритуал подходит. Но только в том случае, если вы действительно не виноваты. А так как я человек разумный, я сейчас провожу перед вами этот ритуал, это говорит о том, что я уверена в своей невиновности. А значит, именно поэтому и провожу. Поверьте мне, что лучше, чем боги, никто не способен мстить. Мы, люди, еще можем сопереживать, еще можем одуматься, еще можем простить, еще можем пересмотреть, но эти силы, они справедливые и беспощадные, у них нет понятия сострадания. Они судят по справедливости. Алтарь можно подготовить каждому свой. Я лично считаю, что поскольку лунная богиня, она древнее божество, и у всех народов она присутствует, это матерь Земля, это вообще матерь Вселенная, самое первое божество человечества, вот она, как никто подходит. Геката, которая считается матерью всех колдунов и богиней колдовства и чародейства. И, естественно, Бафомет, который воплощает собой собирательный образ тьмы. Про этих божеств я уже рассказывала, говорила, сейчас на этом останавливаться не будем. Книга теней, зеленый бархат, в принципе, это ваш выбор, где написать или наизусть выучить. Не имеет значения. Я лично читаю, потому что после рабочего дня я устаю, и для того, чтобы не избиваться, лучше читать. Свечи черные, и здесь присутствует еще серп, как символ того, что справедливость косит всех и вся, невзирая на их лица, на их внешность, на их социальное положение и так далее, и так далее. Свечи должны быть черные, алтарь должен быть черный, вы уже поняли. Но этот ритуал можно проводить даже, знаете,
в поле, в лесу, если у вас есть такое желание, вот это все порасставить, пускай не статуэтки, расставить свечи. Если нету свечей, просто обкурить травы. Не имеет значения. Здесь важно именно вот элемент справедливости и правды, чем вот что вы поставите и как вы сделаете. Статуэтки, я уже говорила, больше настраивают меня на работу. Итак, одеваемся во все черное, стоим босыми ногами. Все украшения себя снимаем. Читать стоя, смиренно, спокойно, не боясь ничего, поскольку во время этого ритуала комната немножко начинает оживаться. Я этот ритуал очень редко провожу, потому что такими сильными обрядами нужно пользоваться редко, но по необходимости, когда другого выбора нет. О боги вечные, о боги могущественные и справедливые, отцы и матери вселенной, вам имя тьма, ваша сила ярость, ваша цель справедливость, явите преданным своим свою силу и помощь. Судите судом своим. Карайте карой своей каждого по делам его, по мере его, по справедливости. На ваш праведный суд отдаю своих обидчиков. Коли праведны, то помилуйте, коли виновны, то не щадите. О боги вседержители, владыки вселенной, бессмертные боги, древние боги, на суд ваш праведный вручаю обиды и обидчиков. Добро добром, зло злом вертайте. По воле вашей да свершится сей суд. Истина заклята. Склоняюсь перед великой волей вашей. Серпом отсекайте виновного. Серпом отсекайте виновного. Серпом отсекайте виновного, и да свершится справедливый суд. Истина заклята. После того, как это сделано, какие удары кто получит, покажет время. Но удары будут. Всего доброго, спокойной ночи.